Теперь нам нужна формула 1/3 полуобхвата шеи. Полуобхват шеи по измерениям у меня равен 18 сантиметров. Вот его я делю на 3, то есть 1/3 от 18, это 6 сантиметров. Вот эти 6 сантиметров я откладываю по горизонтальной линии, которую я строю из точки А2. То есть делаю горизонтальную линию, ставлю сантиметровую ленту, уголочек точки А2. По сантиметровой ленте отмечаю циферку 6. Вот, нахожу новую точку, называю ее точкой А3. Лишнее вытираю резинкой до точки А3. Из точки А2 вниз по вот этой вертикальной линии откладываю расстояние, равное нашей мерке высота груди. Полученную точку, вот она, называю точкой Г. От точки Г влево по горизонтальной линии, которая у нас нанесена на миллиметровой бумаге, откладываю расстояние, равное нашей мерке центр груди. У меня это 9 сантиметров. Вот эта точка. Провожу горизонтальную линию. Полученную точку называю С большое, Г маленькое. Центр груди, так же как наше измерение записывается. Теперь соединяю точку СГ с точкой А3. Беру циркуль. Теперь мне нужна наша мерка проекции еремной впадины. У меня она равна по измерениям 10 сантиметров. Беру сантиметровую ленту и выставляю циркуль на 10 сантиметров. Теперь острие циркуля я вставляю в точку А3 и провожу дугу, то есть строю дугу. Вот она. Чуть-чуть съехала. Ничего. Сейчас проверим. Беру сантиметровую ленту и замеряю расстояние А3 СГ. Сантиметровую ленту разворачиваю, то есть сейчас вместо большого циркуля я использую просто две руки. Острие циркуля, вот этот мой палец, большой палец правой руки, а левая рука вместо грифеля. Вот. Таким образом строится дуга. Если с сантиметровой лентой пока тяжело, можно использовать линейку. Замерить линейкой расстояние. Допустим, у меня здесь 28 сантиметров от точки А3 до точки СГ. Теперь из точки СГ построить дугу. Выставляю на 28 свою линеечку, а здесь на нолик. И тоже нахожу пересечение. Нахожу ту точку, которая мне нужна. То есть сантиметровой лентой это вот так. Натягивается просто и крутится. Или вот линейкой я показала как. Теперь полученную точку называю точкой А4. Соединяю СГ и А4. Так, давайте подпишем наши линии. Линия талии, линия бедер. Вот эту точку по линии бедер назовем точкой B2. По линии талии вот эту точку назовем точкой Т2. Теперь от точки Т2 вниз
по этой вертикальной линии мы откладываем нашу мерку. Длина корсета от талии по боку. У меня эта мерка 8 сантиметров. Полученную точку называю точкой N2. Перемещаюсь на вот эту линию. Это у нас линия. Давайте напишем тоже ее название. Линия середины спинки. Итак, по вот этой линии, по линии середины спинки, от точки Т вниз я откладываю мерку длина корсета от талии по спинке. У меня эта мерка 11 сантиметров. Полученную точку называю точкой N. Перемещаюсь на линию середины переда. Там вот эта линия, где у нас стоит B1, T1, P1, это линия середины переда. Подписывать будет не очень удобно. Просто напишу здесь вот так. Перед. Для вас, чтобы было понятно. Это для меня, это для вас. В принципе, я знаю так, но напишу. От точки Т1 вниз откладываю мерку. Длина корсета от талии по переду. 11 сантиметров у меня эта мерочка. Полученную точку называю точкой N1. Соединяю точку N1 с точкой N2. Теперь соединяю точку N2 с точкой N. Таким образом мы предварительно оформили линию низа корсета. Мы ее еще будем корректировать. Хочу напомнить вам одну важную анатомическую